Я плету, я плету, я плету, плету, плету. Таня пользуется самыми дешевыми иголками Ланс. Я укололась. А ты говоришь, плохо заточенные. Я проверила. Желтые тюльпаны, помнят твои руки. Я бросаю вам вызов. Ромашковый челлендж. Ромашковый шедевр. Ромашковое настроение. Тетенька, ты что? Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В этом ролике мы продолжим с вами плести ромашки из бисера. Летом я сделала вот такой вот сет, браслет и бусы. Ссылку на этот ролик смотрите здесь в подсказках. И с тех пор я с огромным удовольствием носила это украшение, потому что оно все еще очень-очень модное. Ромашки все еще в тренде. И этот вариант мне немножко поднадоел. Мне захотелось развить тему ромашек, сделать их еще, но другим способом. Поэтому давайте сейчас все вместе снова будем плести. И обязательно смотрите этот ролик внимательно и до конца, потому что в середине нас ждет вызов, а в конце вас ждет подарок. У меня их огромная коробочка, может быть, именно поэтому я их и предпочитаю. Возможно, я здесь предвзята. Я буду работать, не срезая нитку с катушки. На всякий случай, если у нас нитки не хватит, я исплету все вот это вот, тогда я отмотаю еще и продолжу плести в обратном направлении. Мы можем себе такое позволить, потому что наша фенечка, наш дизайн, наш браслет модный, как в ЦУМе, будет симметричен. Он состоит из повторяющихся элементов, поэтому без разницы, в какую сторону их повторять. Ставим иголочку. Начнем мы с самых простых, с белых ромашек. Нам понадобится белый бисер и желтенький для серединок. Я решила взять вот такой вот 42BF, он матовый. Я хочу, чтобы мои ромашки были сами блестящие, а серединки у них были матовые. И как я уже сказала, сегодня мы будем плести ромашки другим способом. Здесь у нас было 8 бисерин в лепестках, и серединка была больше, чем лепесточки. Сейчас мы сделаем ромашки из 6 лепестков, и весь бисер у нас будет размера 11,0, то есть одинаковый. Покажу вам, как это делаем. Поехали. Мы набираем 6 бисеринок лепестков и замыкаем их в кольцо. Теперь набираем серединку и проходим противоположную. У нас получается сверху 2, снизу 2 и вот так вот снизу вверх через третью с того или с другого конца мы проходим. Вот, подтягиваем, у нас получилась ромашка. И начинаем набирать следующую ромашку. Опять 6 белых бисерин. Подтягиваем это все к первому цветочку. И снова замыкаем кольцо. Все подтягиваем, набираем серединку и опять проходим в третью бисеринку. Вот видите, здесь так получается, что они у меня на небольшом расстоянии друг от друга. Надо это все дело подтянуть. Вот так вот берем аккуратненько и одну ромашку к другой подтягиваем. И получилось, что они друг рядом с другом. И продолжаем таким образом плести, наращивать наш ромашечный букет. Мне еще парочку, и дело будет сделано. На самом деле, открою вам небольшой секрет. Все очень сильно зависит от нитки. Я плету на Toho 1G, и мне кажется, что она не очень хорошо подходит к конкретно этому дизайну. Мне хочется поэкспериментировать и взять какую-то нить пожестче, может быть, даже леску, может быть, Fireline. Но поскольку я начала на Toho, я на Toho и заканчиваю. Просто знаете, что не обязательно брать такую же нитку. От нитки очень много зависит. И если у вас не очень получается так, как надо, попробуйте поменять нить. Замочек я пришью прямо к ромашкам, прямо иголкой, прямо возьму и прямо пришью. Я беру карабин и прямо здесь, где у нас выходила нитка из ромашки, прямо сюда я его пришью. Вот так вот, опа, пройду через карабин, пройду через соседнюю бисеринку, как следует все подтяну и еще пару-тройку раз вот так вот по кругу здесь пройду, чтобы этот карабин висел не на одной нитке, ну а хотя бы на 3-4, чтобы здесь было у нас более такое плотное соединение. Узелки здесь между бисеринками я пока делать не буду, чтобы у меня не забились отверстия у бусин ими. И узелки я оставлю на потом. Все, и теперь закрепляем нить, как обычно при бисероплетении. Вот так вот по ходу плетения идем в обратную сторону, переходим на соседнюю ромашку, и здесь уже можно сделать несколько узелков между бусинками, чтобы закрепить нашу нить. Сделаем один узел, через пару бисеринок повторим. Ну и последний, третий, чтобы прям успокоиться для надежности.
и отрежем нашу нитку. Просто возьмем ножницы и вот так вот под корень срежем нить. Все. Теперь будем приделывать с другой стороны колечко, за которое наш замочек будет цепляться. Я эти колечки просто обожаю. Вот обязательно купите себе, пока они у нас есть в наличии. Они неразъемные, очень удобно, через них нитка не проскочит, не соскочит. Их и как бусины можно использовать, и как спейсеры, и как ответную часть замочка. Колечки B477. Пришиваем точно так же, как замочек. Прошлись иголкой, подтянули вниз и вот сюда его пришьем. Точно так же абсолютно действуем. Несколько раз вокруг ромашки проходим, чтобы колечко держалось не на одной нити, а чтобы она была тройная, четверная, покрепче. Узелочки здесь тоже пока не вяжем, будем их делать на следующей ромашке. Так, все, последний разочек. И теперь мы уходим на соседнюю ромашку и там уже будем закреплять нашу нить. Если хотите, то можете прям вернуться по ходу всего плетения назад, чтобы укрепить сам браслет, сделать плетение более плотным. Вы же помните, у нас там ромашки, получается, держатся на одной ниточке. Если есть настроение, если остается нитка, и если есть желание, то можно туда вот отправиться в путешествие назад по ромашкам. Просто чтобы все укрепить. Но если честно, мне лень. Нет, мне не лень, у меня просто заканчивается нитка. Все так удачно совпало, поэтому я закрепляю нить, делаю кусь, и у меня получился браслет. Но на этом наши ромашковые приключения не заканчиваются. Не зря я приготовила бисер разных цветов. Из самых простых оттенков. У Тоха это линейка 42, 44. Если честно, когда к нам бисер Тоха приехал только в первый раз, эти цвета мне нравились меньше всего. А теперь у меня такое ностальгическое настроение, пересмотр ценностей, вкусов, предпочтений, возврат куда-то в детство. Мне хочется, наоборот, самого-самого простого, самых простых схем, самых простых украшений и самых простых оттенков бисера. Ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Все можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету. Я теперь хочу сделать то же самое, только чтобы ромашки были разноцветные. У меня будут чередоваться вот эти все цвета, и в итоге получится классный радужный ромашковый браслет. Поехали! 6 набираем, серединку добавляем, ромашку сплетаем. В общем, таким вот образом продолжаем плести. Набираем 6 бисерин, набираем серединку, проходим туда-сюда, ромашка за ромашкой, создаем прекрасный браслет. Вот я доделала браслет, уже приделала замочек. Точно так же, как к белому, у меня получился цветной ромашковый браслет в комплект. Для третьего браслета мне понадобятся разные оттенки синего бисера плюс белый, поэтому я сейчас волшебным инструментом скуп из уберу все лишнее. Я его просто обожаю. Можно на самом деле и чайной ложкой пользоваться, но вот этот вот дружок, он очень удобный, потому что он вот так вот прям бисер в себя забирает, а потом вот так вот в пакетик отправляет. Мне очень нравится наводить им порядок на рабочем столе. Кстати, его тоже можно купить у нас в greenbird.ru. Следующий вариант бисерных ромашек мы будем плести на 2 иглах. Мы берем нитку и вдеваем иголочку в один конец и во второй. Что мы делаем дальше? Первым делом мы возьмем наш замочек. Сразу же его внедрим в наше плетение. Он будет в ромашке. Дальше мы набираем первую ромашку. 1 лепесток на одну иглу и 1 лепесток на другую иглу. Еще по одному на каждую иглу. Это мы все отправляем вниз. А теперь смотрите. 2 последних лепесточка мы набираем на одну иголку, а второй иглой проходим через эти 2 бисеринки в направлении крест-накрест. То есть получается, что мы замыкаем кольцо. И это лепестки нашей будущей ромашки. 6 бисерин, 2 на одной нитке. И мы нашу серединку добавим потом. А пока мы продолжаем плести по такой схеме. Смотрите. Берем по одной зеленой бисеринке на каждую иглу. И дальше решаем, какого цвета следующие наши будут ромашки. Я хочу голубой. Набираем 2 бисеринки. И это первые лепестки нашей следующей ромашки. Проходим второй иглой навстречу. Все подтягиваем вниз. И получается у нас вот так вот. Теперь мы набираем по одному лепестку ромашки на каждую иглу
а затем 2 на 1, через которые мы опять проходим во встречном направлении, вот так вот. Получается, замыкаем кольцо, вот она наша будущая ромашка, голубенькая. И продолжаем точно таким же образом плести дальше по схеме. Набираем 2 зелененьких, это листочки, потом 2 синих бисеринки, это лепестки нашей новой ромашки. И точно так же проходим через 2 синих в обратном направлении друг к другу. Замкнули кольцо и подтянули. Опять набрали по одной бисеринке на одну иглу на другую, затем 2 финальные, через которые мы снова проходим во встречном направлении, вот так. Все подтягиваем, и вот у нас уже здесь получилась 3-я ромашка. То есть эти ромашки пока без серединок, мы пока плетем только лепестки. И таким образом мы плетем наш браслет до тех пор, пока он не станет нас устраивать своей длиной. И теперь в этот момент, когда мы уже его доделали, смотрите, что мы делаем. Я хочу, чтобы эта ромашка у меня стала последней, поэтому я прямо сюда сейчас вплету колечко, на которое будет цепляться наш замочек. То есть получается, что последние 2 бисеринки я зря прошла друг в друга, а через одну иголочку я снимаю, надеваю наше финальное колечко и возвращаюсь обратно. То есть это кольцо будет между лепестками нашей последней ромашки. Чтобы оно не болталось, я надела его пока только на одну нитку. Вот видите, одна нить, вот эта вот нижняя, через это колечко не прошла. Оно висит на второй нитке. Это позволит нам сделать так, чтобы оно не болталось, а было закреплено. И теперь я беру одну нитку и пойду в обратном направлении. Мы начнем приделывать сердцевинки наших ромашек. Но прежде чем я пойду в обратном направлении, я все-таки здесь сейчас хочу завязать узелок между бисеринками, зафиксировать нить, чтобы мне не приходилось постоянно ее подтягивать. То есть один узелочек я здесь сделаю. Пройду сейчас еще вот так по кругу, вернусь вот сюда вот наверх и начну пришивать наши сердцевинки. Вот мы вышли из средней бисеринки, вот из этой, которая прямо около колечка. Набрали желтую и входим вот сюда, противоположную белую бисерину. Вот мы добавили сердцевинку к нашей ромашке. И теперь идем вот так вот в обратном направлении через наш браслет. И потихоньку у каждого лепестка мы сейчас будем добавлять желтую сердцевинку. Вот смотрите, выходим здесь между 2 бисерин, набираем желтую и обратно между 2 противоположных бисерин вот сюда вот ныряем. Опа, нырнули, сердцевинку пришили. И все, едем дальше. Сердцевинки можно делать так, как я вам показала первым способом. Тогда они, получается, выступают над ромашками. А если вы хотите их сделать более утопленными, то можно пройтись, посмотрите, каким образом. Мы выходим опять же из 2, как в первом варианте, только обратно возвращаемся. В первом варианте я вам предлагала пройтись вот так вот снизу вверх, а здесь можно пройтись сверху вниз, то есть не вот туда, а туда. И если мы это сделаем, то сердцевинка ложится более глубоко и плотно. В первом варианте они выступали, а тут они такие утопленные, поэтому решайте сами, как вам больше нравится. Меня очень радует на самом деле, что во всяких модных брендовых магазинах, которые продают прям очень дорогие брендовые вещи, есть еще и бисерные украшения с ромашками. Это прям приятно и радует, и я подумала, а давайте-ка мы с вами пофантазируем, что вообще можно сделать из ромашек такого, ну чтобы оно не как детские фенечки смотрелись, а более элегантно, изысканно что ли, но при этом, чтобы ромашки все равно оставались, то есть сильно не усложнять, оставить те же самые простые ромашки, но как-то их немножко освежить. Пишите ваши идеи в комментариях, что бы вы сделали из этих ромашек. Может быть, если вы сделали уже, то присылайте ссылки. И я хочу устроить челлендж, как обычно блогеры на ютубе делают. Я знаю, что этот канал смотрит как минимум 2 бисерных мастера, которые сами снимают видео, сами показывают уроки, и я хочу бросить им ромашковый вызов. А это Юля Рыбакова и Ксения Есипова. Если вы меня сейчас видите, я бросаю вам вызов. Сделайте мне ромашки, но только не просто ромашки, а чтобы это было вау, ромашки, чтобы они оставались такими же простыми, но чтобы в них что-то вот было такое вот прикольное. Сможете? Если да, ставьте лайк, пишите комментарий, и мы будем ждать от вас видео все вместе. Я надеюсь, что они примут его и
создадут шедевр, ромашковый шедевр. Если вам, дорогие наши зрители, подписчики, тоже интересно, что же смогут сделать с ромашками наши мастера, пишите комментарии, ставьте лайки и говорите: да, да, принимайте вызов. Или, может быть, сами примите от меня этот ромашковый вызов на челлендж. Ромашковый челлендж. Я сама тоже подумаю. Потому что сейчас мы с вами делаем, конечно же, простые банальные вещи, которые нам показывали в школе. Но это урок для начинающих бисероплетов. Без него никуда. Нет, но на самом деле, а что еще в декабре делать, да? Только ромашки плести и хочется. Серость, холод, хочется лета, ромашек. Можно, по крайней мере, притвориться, что тут все нормально, тепло. Надеть фенечек таких цветочковых. Смотреть на них и радоваться. В общем, доделываем последние лепестки и закрепляем нашу нить. Делаем несколько узелков между бисеринками. Вот так, опа, один, еще можно парочку. Во, все, последний узелок я завязала и делаем кусь. А теперь мы возвращаемся к началу. У нас там осталась еще одна незакрепленная нить. Несколько раз пройдемся вокруг последней ромашки и пришьем колечко, чтобы оно у нас было закреплено не на одну нитку, а хотя бы пару-тройку. Назад по ходу плетения уводим нить, делаем несколько узелков, пару-тройку и будем нитку обрезать. Кусь. И можно начинать радоваться нашему новому браслету. Еще одна фенечка ромашки. Посмотрите, что у нас тут получается на самом деле. Если мы сделаем много таких браслетов, мы сможем из них сделать колье типа трансформера. Мы берем один карабин, цепляем его за колечко предыдущего браслета, потом берем снова карабин, снова цепляем. И если мы таким образом соединим с вами несколько браслетов, у нас получится что? Правильно, бусы, чокерс. Чем больше браслетов соединяешь, тем длиннее получаются бусы. Замочки эти практически незаметны, а даже если они незаметны, они все равно очень симпатичные, красивенькие и хорошенькие получаются. Берите на заметку этот лайфхак. Несколько браслетов – это бусы. Ну и последний способ плетения ромашек я вам еще не показала. Я хочу сделать примерно то же самое, что у меня было в прошлый раз. Ромашки на ниточке, но, во-первых, там будет 6 бисерин, а не 8 в лепестках. И ниточка у меня будет не черная, а черно-белая. Я попробую посмотреть, что будет, если мы сделаем такую полосатую. Это будет типа такой дизайн. Я возьму нитку подлиннее, потому что я хочу сделать этот браслет в несколько оборотов. Ой, господи, это все плести. В общем, берем, как обычно, не срезая с катушки, потому что я пока еще не знаю, какой длины я хочу себе эту феньку. Начнем мы с перемычек. Поехали. Наберем 3 черных, 3 белых, 3 черных, 3 белых и 3 черных. Вот так. Будет у нас такая полосатость. Наберем 4 бисерины лепестка. У меня красненькие. Потом одну бисеринку серединку. Серединка у моей ромашки будет белая. Подтягиваем все вот туда вот вниз к нашим полосаткам и проходим через первую красную бисерину в направлении отсюда туда. То есть мы, получается, делаем вот такую вот петлю. А теперь набираем 2 оставшиеся бисерины лепестков и выходим через вот эту вот красную крайнюю бисеринку в направлении наверх и все подтягиваем. Вот, посмотрите, у нас получилась ромашка. И набираем снова нашу перемычку. На самом деле здесь с этими перемычками можно играть. Можно сделать их просто черными, можно сделать их просто белыми, можно сделать их вообще зелеными, типа это у нас лепесточки-веточки. Можно сделать их длиннее, короче. Все зависит от вашей фантазии. Я вам честно скажу, у меня они такие длинные, потому что я хочу поскорее закончить свое украшение. И теперь мы снова набираем 4 бисерины для лепестков, одну сердцевинку, все это подтягиваем, проходим через первую в направлении от лепестков к черной бисеринке, подтягиваем, набираем 2 оставшихся лепестка и выходим вот сюда, вот через эту крайнюю цветную бисерину. Все затянули, получилась ромашка, подтянули одну к другой и продолжаем таким образом плести дальше. Но вообще, в целом, мне нравится, как получается. Выглядит красиво, да? Черно-белые полоски, они всегда все прям улучшают.
у меня уже на самом деле заканчивается нитка. И очень хорошо я сделала, что не срезала ее с катушки, потому что я хочу свою бусу еще длиннее, и я продолжу сейчас плести в том направлении. А здесь мы будем закреплять нить. Я набрала последнюю зебру, и теперь сюда мы просто пришьем колечко на кончик. Надели колечко и возвращаемся через бисер в обратном направлении. Подтянули, и теперь можно пройтись по этой ромашке, по кругу вернуться к колечку, еще раз его закрепить, чтобы оно не держалось на одной лишь только нитке. Но я оставлю на одной, потому что я так решила. Я хочу поэкспериментировать, потому что я все время себе делаю на всякий случай вещи. Пройти 3 раза, завязать 4 узелка вместо 3. И я хочу сейчас посмотреть, стоит ли так переживать вообще или не стоит. Поэтому я прямо сейчас уже начинаю закреплять свою нитку. Завяжу несколько узелков между бисеринок. И все, и обрежу свою нитку. Здесь с этой стороны мы закончили. У меня получается такая длинная ромашковая нить. Я останавливаться пока не желаю. Я хочу ее большую. Я хочу бусы. Такие прям, чтобы они через голову надевались. Поэтому я оставляю еще столько нитки. И еще вот столько, чтобы у меня не мучиться больше, если она будет заканчиваться. И продолжим плести. А пока я плету ромашки, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. Пока мы тут ромашки сидим, плетем, там у нас офис переезжает. Помните, я показывала ремонт нашего нового офиса? Вот здесь, вот в этом видео. Не представляю вообще, как это все будет. Остановить работу интернет-магазина мы не можем. И как мы будем одновременно собирать заказы и перевозить в склад, я, если честно, не очень представляю. Мне кажется, это будет просто эпично. Поэтому, если вы у нас сейчас что-то заказываете, пожалуйста, отнеситесь лояльно к тому, что мы доставляем заказы чуть дольше, чем обычно. Просто тут все очень-очень совпало. И Новый год, когда у нас заказов всегда много, и последние мировые новости, и наш личный переезд. Все прям в одну кучу. Ну, как обычно, в общем. Вы знаете, как это бывает. Все, я практически закончила. Поэтому я набираю нашу последнюю перемычку, последнюю зебру, и мы будем крепить замочек. Берем карабинчик, надеваем его на иголку, проходим в обратном направлении через весь наш бисер, подтягиваем, чтобы не висело. И теперь мы по этой ромашке сделаем круг, вернемся наверх и еще раз пройдемся через карабинчик, ну, чтобы у нас он был на 2 нитках прикреплен, а не на одной. Ну и все, последний узелок, и будем считать, что наше украшение готово. Получились вот такие вот длинные ромашковые бусы, как раз для того, чтобы скрасить декабрь и холода. Это можно носить вот так, просто на шею, и будет просто очень длинные бусы под какой-нибудь сарафан или что-нибудь такое. Это можно сделать цепочкой для очков. Так же, как вот в этом мастер-классе мы делали цепочку для маски или для очков. Вместо колечка приделываете еще один карабин, и у вас получается такая вот держалка для очков или еще чего-нибудь, такая модная ромашковая. Ну и, конечно же, самый главный вариант – это фенечка. Несколько раз вокруг руки обмотали, и получилась фенька. Я себе сейчас напоминаю прям себя в детстве. Если это все сейчас сюда вот так вот надеть, получится форменное безобразие. Все скажут: тетенька, ты что, столько фенечек надела? На самом деле, конечно же, я не буду все носить сразу по одному ромашковому аксессуару за раз, чтобы не переборщить. В общем, вот такие вот 3 варианта ромашек из бисера я вам показала. Придумывайте свои. Я бросаю вызов Юлии Рыбаковой и Ксении Есиповой. Если кто-то из вас тоже ведет бисерный блог здесь на YouTube и тоже хочет принять мой вызов, пишите в комментариях. Посмотрим, кто что сделает с этими ромашками, как их можно еще обыграть, интерпретировать. Показывайте, что получилось у вас. Присылайте ссылки на ваши странички в Инстаграме и в других соцсетях. Украшайте себя, подруг и весь мир вокруг. Давайте создадим ромашковое настроение. И бонус для тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Среди всех, кто отметится под этим видео, мы разыграем подарочный сертификат на 1000 рублей на покупку в интернет-магазине greenbird.ru. Вы сможете купить себе очень-очень-очень много бисера и сделать
очень-очень-очень много ромашек. Пока-пока. И лайк поставь, и подпишись. И лайк поставь, и подпишись. Тун-тун-тун-тудун-тудун-тун. Лайк! Лайк ромашкам. Лайк, колокольчик, подписка. Лайк и подпишись. Я коллега.